не было, еще раз напомню, дрожания. Итак, поехали дальше, смотрим. Делаем с вами треугольник. Набираем краску, аккуратненько окунули ее чуть-чуть в пигмент, взяли вазелинчика, совсем чуть-чуть, намазали, чтобы у нас не размазывалась краска по всей нашей рабочей плоскости, и пошли сверху вниз. Опять заметьте, как я ставлю руку, чтобы мне без прерывов пришлось проводить линию в один проход, чтобы мне не пришлось переставлять руку и продолжать вести заново линию. Это никогда не получится, по той простой причине, что будет ступенька. Тем более у вас, у начинающих мастеров, у учеников, это самая грубая ошибка. Вы прерываете линию, вы будете прерывать линию. Этого ни в коем случае нельзя делать. Это самая грубейшая ошибка. Линия должна проводиться в один проход. Максимально длинная линия должна проводиться в один проход. Смотрим. Приблизительно у меня получается, если я выровню кисть, с верхнего положения, уведу ее именно в простое положение, как она у меня всегда находится, у меня будет приблизительно где-то по центру. Соответственно, я чуть-чуть приподнял, поставил и повел линию. Все, я довел ее до конца. У меня не загибается слишком сильно кисть, у меня не заламывается кисть. Она у меня находится в свободном положении, как будто мы рисуем с вами кистью, легко и непринужденно. Смотрим дальше. Я чуть-чуть повернулся относительно линии, чтобы мне было удобнее ее вести, и продолжаю. Также верхняя точка и пошел вниз. Не торопимся никуда, аккуратно, внимательно провели линию, делаем соединительную линию. Все, треугольник наш с вами готов. Как я не люблю эту искусственную кожу. Ой-ой-ой. Она так пачкается, ужасно вообще. Но от этого никуда не уйти. Базовые навыки, постановку руки. По звуку машинки вы потом будете определять, на какую глубину вы вводите иголочку в кожу, проникает она у вас в кожу. Будете чувствовать вибрацию, будете понимать по вибрации, на какую глубину вы работаете. Самая правильная глубина — это максимум 1,5–2 мм в кожу. Это как раз вы будете работать именно в средний слой, в эпидермис, в который мы и должны внести пигмент для того, чтобы наша татуировка сохранила с вами насыщенность, яркость, не было никаких подплывов и максимально интенсивно сохранились цвета пигмента на солнце. Теперь просто делаем линии с вами. Сейчас мы с вами выполнили самые простые геометрические фигуры, в которых не требуется изгибов плавных, мягких, сопряжений линий и все остальное. Это базовые занятия, которые вы будете повторять практически на всем вот таком лоскуте. То есть вам всю эту поверхность нужно будет закрасить ромбиками, квадратиками, треугольничками и полосочками. Для того, чтобы понять, чтобы почувствовать, как ввести вам удобнее линию, как вам удобнее поставить руку, на какую глубину вы будете по слуху слышать, если вы
слышали, что у меня машинка работала с одинаковым звуком. У меня не было ни более дребезжащего какого-то звука. То есть звук был равномерный и однотонный. Итак, вторые главные фигуры, которые вы должны будете выполнять как можно чаще. Непрерывные линии, мягкие скругления, чтобы вы поняли, как правильно вести машинку именно на повороте, чтобы не было ломаной линии, чтобы не получилось каких-то углов именно на этом повороте. Смотрим с верхней точки, но не прижимаем пальцы полностью вот к этому участку, чтобы не стереть то, что мы с вами нарисовали. Поехали. Вазелинчик. Давай вот это сделаем сначала. Вазелинчик. И погнали. В один проход. Максимально стараемся линию делать в одно движение. Кожа грубая. Плавный поворот, длинная прямая, поворот, прямая. Вытираем. Также вазелинчиком набрали, размазали по всей, сняли ненужную краску и чистым кусочком салфетки вот так вот раз и сделали. Вот так вот раз. Хоп. Что мы здесь видим? Плавное скругление. Почему у меня нет дрожания руки? Потому что у меня полностью уперта, она лежит на плоскости. Соответственно, у меня нет вот этого вот движения размашистого. Я работаю только кистью, не сжимая машинку. То есть практически как будто вы пишете.
Старайтесь больше делать, просто рисовать на бумаге именно вот такие вот вензеля, ровные линии в один проход. Просто берете карандаш, ручку и рисуете дома, сидите. Помните, как в детстве в чистописании мы каллиграфия, та же самая каллиграфия. Поставили руку и рисуем, вырисовываем ровные, одинаковые, вот такие вензеля, какие-то закругленные вещи, то есть вот такого формата какие-то вещи рисуем. Вот так вот. Видите, я не отрываю руки. У меня получаются все одинаковые завиточки здесь и здесь. У меня нет вот такого, у меня не получается. Вот так вот. То есть у меня ровная, четкая линия получается. Все это, конечно, достигается с опытом. Но чем больше усердия вы приложите, тем быстрее у вас это будет получаться. Сначала пробуйте на бумаге. Чем больше вы тренируетесь, тем быстрее запоминает у вас рука. Моторика запоминается гораздо быстрее, чем теория. Лучше сделать один раз руками и запомнить, чем 100 раз услышать или посмотреть. Итак, после того, как вы исчертили не один кусок такой кожи, вот такими вот вензелями, палочками, ромбичками, треугольничками, квадратиками, вот такими вот пружинками, можно будет приступать к первой, самой простой работе, которую мы сегодня с вами, так сказать, и выполним. Пёсель Брайан у нас из Приги с Гриффинов появился, случайно такой нашел его. Вот.